Всем привет! С вами доктор Демченко, врач-невролог, вертебролог, доктор остеопатии, мануальный терапевт, врач спортивной медицины и реабилитации. И сегодня мы поговорим с вами о защемлении седалищного нерва. Дело в том, что в простонародье очень часто боль в области поясницы, которая уходит вниз по ноге, называют защемлением седалищного нерва. На самом деле причин таких болей очень много. И первое, что стоит определить, у вас болит действительно седалищный нерв, действительно есть воспаление нерва, или это боль, которая отдает из суставов позвоночника или крестцово-подвздошного сустава. Для этого нужно проверить себя на несколько пунктов. Первое. Спускается ли боль ниже коленного сустава? Боль от седалищного нерва всегда будет уходить ниже коленного сустава. Второе. Если у вас именно неврологическая симптоматика, то есть если слабость мышц стопы, если покалывание, онемение и боль в виде прострелов. Если же боль в области поясницы, в области ягодицы или до коленного сустава, то, скорее всего, защемление седалищного нерва здесь ни при чем. И мы покажем вам несколько очень эффективных упражнений, которые можно в домашних условиях снизить болезненность и привести себя в хорошее самочувствие. Первым источником боли может быть крестцово-подвздошный сустав. Это такой сустав между крестцом, 5 сросшимися позвонками, и тазовой костью. Вот он. Обычно какие симптомы он дает? Это боль при стоянии длительном, боль при ходьбе, легче при лежании и при сидении. Также часто бывает боль при переходе из положения сидя в положение стоя. Каким образом можно отдифференцировать, является ли ваша боль именно из крестцово-подвздошного сустава, и облегчить ее? Для этого мы выполним специальное упражнение для облегчения боли в крестцово-подвздошном суставе. Это мне поможет выполнить мой друг Михаил, инструктор лечебной физкультуры и реабилитолог. Перед выполнением упражнения необходимо протестировать объем движения в вашей пояснице. Для этого выполните медленно, аккуратненько наклон вниз до появления болевых симптомов, если они есть. Ноги на ширине плеч и потихонечку опускайтесь. Важно опускать голову тоже вниз, для того, чтобы позвоночник хорошо натягивался, и стандартизировать позицию стоп, для того, чтобы вы могли в следующий раз воспроизвести этот тест таким же образом. Поднимайтесь обратно тоже медленно, для того, чтобы посмотреть, не появляются ли симптомы на возврате, потому что очень часто опускаться вниз не больно, а подниматься больно. Следующий тест – прогиб назад. Для этого поставьте руки на ягодицы, не используя колени, начните медленно прогибаться назад в области поясницы до появления болевых ощущений. Если вы не воспроизвели болевые ощущения ни в наклоне, ни в прогибе, вы можете попробовать усложненный тест. Для этого снова прогнитесь назад, уйдите в ротацию, то есть поворот на болевую сторону, и попробуйте еще немного наклониться в бок, тоже в сторону боли. Это движение довольно часто воспроизводит болевые ощущения. Далее, для проведения бокового наклона встаньте тоже в стандартизированную позицию и проскользите рукой вдоль бедра в одну и в другую сторону максимально низко, во сколько у вас получится. Хорошим результатом было бы то, что мы воспроизвели ту боль, которая вас беспокоит. Почему? Потому что после проведения упражнения мы должны провести повторное тестирование и посмотреть, смогли ли мы повлиять на те болевые ощущения, которые нас беспокоят именно этим упражнением. Далее ложитесь на пол, и для этого можно использовать гимнастический коврик. Захватываете ногу со стороны боли и подтягиваете ее к груди немного мимо плеча. Во время подтягивания производим выдох для того, чтобы получилось глубже завести ногу в сгибание. Проведите 10-15 таких движений. Хорошим ощущением при таком движении должно быть ощущение растяжения тканей. Если вы чувствуете небольшую боль в области поясницы или крестцово-подвздошного сочленения, или в области ноги, то доходите до боли и уходите обратно. Опять же, хорошим знаком будет, если при увеличении количества повторений боль будет уменьшаться. После 10-15 повторов аккуратно вставайте на ноги, желательно через бок, без резких движений.
И обязательно перепроверьте тестовые движения. Не нужно перепроверять все тестовые движения. Перепроверьте только те тестовые движения, в которых у вас получилось воспроизвести боль. Если боль уменьшилась или пропала, то шанс того, что ваша боль происходила из крестцово-подвздошного сустава, очень велика. И это означает, что вам необходимо проведение данных упражнений 3 раза в день. Если боль сильная, то можно и 5-7 раз в день по 10-15 повторений, 7-10 дней до полного исчезновения боли. Если же эти упражнения вам не помогли, то возможно дело в грушевидной мышце. И сейчас мы разберем пару упражнений для того, чтобы побороться с этой проблемой. Для выполнения упражнений лягте на живот, таким образом, чтобы ноги были немного разведены и пятки были наружу. Руки поставьте таким образом, как будто вы хотите начать отжиматься. Теперь вам необходимо произвести подъем корпуса, не отрывая таз от земли. Очень важный момент, что спина и попа полностью расслаблены. Если вы ощущаете боль при подъеме, то только касайтесь этой боли и уходите обратно. Произведите таких 10 подъемов. Хорошим знаком будет считаться, если при каждом повторяющемся подъеме вы сможете подниматься немного выше, а боль будет как бы немного размываться. После 10 таких подъемов аккуратно встаньте на ноги и перетестируйте ваши симптомы. Например, если вам было больно наклоняться, попробуйте наклониться вперед. Если вам стало лучше или не хуже, то вы можете попробовать продвинутое упражнение. Также ложимся на живот и попробуйте увести таз от боли или как бы немного сжать поясницу с той стороны, где есть боль. Например, сейчас Михаил показывает пример, как будто сторона боли справа. И в такой позиции сделайте также 10 подъемов. Еще раз повторю, что очень важным компонентом является включение только рук. Спина и ягодицы должны быть полностью расслаблены. Это очень важно для правильного выполнения упражнения. После выполнения 10 упражнений также необходимо встать и посмотреть, как ведут себя ваши симптомы. Если же проблема в грушевидной мышце, то необходимо ее растянуть и размять при помощи теннисного мячика. Для растяжки грушевидной мышцы можно использовать следующую позицию. Встаньте на четвереньки, ногу с больной стороны пропустите следующим образом и попробуйте опустить корпус вниз. Вторая нога вытягивается вдоль, руки немного уходят вперед. Корпус стремится к коврику. Вы должны почувствовать растяжку в ягодичной области. Можно выполнять упражнения динамически, можно исполнять статику в течение 40 секунд. Также вы можете прибавить элемент постизометрической релаксации, то есть специального феномена, когда мышцы могут расслабляться еще сильнее. Для этого начните давить согнутой ногой в пол, как бы пытаясь немножко приподнять себя с коврика, но таким образом, чтобы сильно не приподниматься. Удерживайте давление 5-7 секунд и с выдохом уходите вниз. Каждый раз будет получаться уйти все ниже и ниже. Можно сделать 2-3 повтора. Следующий прием работы с грушевидной мышцей – это продавливание ее при помощи теннисного мячика. Установите теннисный мячик таким образом, чтобы он попадал в проекцию грушевидной мышцы. Михаил сейчас покажет, где. Обычно при пальпации эта зона более напряжена и болезненна. Далее установите мячик на эту область и медленно прокатывайте эту зону. Если боль слишком интенсивная, то вы можете использовать большее количество точек опоры или задерживать мячик на одном месте без движения. Таким образом можно подождать, пока боль немного разойдется. Обычно для этого нужно 1,5, иногда 2 минуты. Когда боль расходится в одной из точек, попробуйте переместить мячик немного выше или ниже и снова найти интенсивную болевую точку. И таким же образом продавить ее в течение 1,5-2 минут.
После продавливания и растяжки грушевидной мышцы снова перепроверьте изначальные симптомы. Если эти упражнения помогли вам справиться с болью, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики. Это мотивирует нас снимать новые видео. А также в комментариях пишите, какие бы упражнения или решения каких проблем вы бы хотели увидеть. С вами был доктор Демченко и Миша. Здоровья вам!